В сентябре 2025 года произойдут важные астрономические явления. Коридор затмений. 7 сентября полное лунное затмение, 21 сентября солнечное затмение. Влияние лунного затмения будет ощущаться за несколько дней до и после этого события, с 31 августа по 28 сентября. А 22 сентября наступит осеннее равноденствие. Это официальное наступление осени в северном полушарии. В этот период Солнце будет находиться прямо над экватором. После осеннего равноденствия Земля начнет отклоняться от Солнца. В результате продолжительность светового дня будет уменьшаться в северном полушарии. Что такое полнолуние? Это фаза Луны, когда Земля находится между Солнцем и Луной, при котором вся поверхность Луны залита солнечным светом. Полнолуние происходит почти каждый месяц, так как полный лунный цикл составляет 29,5 дней. Иногда может быть 2 полнолуния в течение месяца. В этом случае второе называется голубая луна. Каждое полнолуние имеет свое специфическое название. Как правило, они указывают на определенный период или природное явление. Так, 7 сентября будет кукурузная луна, 6-7 октября урожайная луна и суперлуния, 5 ноября охотничья или бобровая луна, тоже суперлуния, 4 декабря холодная луна и тоже суперлуния. Так что такое суперлуния? Это такое явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с максимальным сближением Луны с Землей на определенной орбите. В этот период Луна выглядит ярче и полнее. Мощная энергия полнолуния дает возможность совершать смелые действия и решиться на то, что вы не решались давно сделать в каких-то сферах жизни. В отношениях и партнерстве возможны судьбоносные изменения и изменения в вашей жизни, так, как вы этого хотите, если вы воспользуетесь этой возможностью и направите мощную энергию в нужное русло. Полнолуние – это период переосмысления и подведения итогов, закрытие старых нерешенных вопросов и постановка новых целей на новый период. Полнолуние с 7 на 8 сентября будет сопровождаться полным лунным затмением, которое получило название «Кровавая луна». Лучше всего все фазы лунного затмения будут видны на территории России, Центральной Азии, Индии, Западной Австралии, Японии и Восточной Африки. Полная фаза затмения продлится 1 час и 22 минуты, когда Луна окрасится в темно-красный цвет. В других регионах будет видно частичное затмение, и совсем не будет видно красной Луны в Северной и Южной Америке. Почему же появилось такое название? Красноватый оттенок возникает от тени от Земли, которая полностью закроет Луну из-за рефракции солнечных лучей при их прохождении через атмосферу Земли. Кровавое полнолуние сопровождается полным затмением Луны, находящейся в знаке Рыбы. Другие названия полнолуния – кукурузное – связаны с периодом созревания и сбора урожая кукурузы и, естественно, других культур. Это полнолуние символизирует равновесие и гармонию. Лунное затмение в Рыбах 7 сентября. Затмение – это высокоэнергетические порталы, которые ощущаются за неделю до и после затмения и могут изменить следующий период до 6 месяцев. Традиционно лунное затмение – это высоко заряженная полная луна.
В рыбах она влияет на эмоции, окончания и осознание. То, что было спрятано, поднимается на поверхность. Это влияние происходит как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Коллективное напряжение, изменение настроения резко меняется. В древности затмения рассматривали как предзнаменование каких-то разрушений, изменения власти и структуры системы. С точки зрения эволюционной астрологии, полное затмение – это манифестация коллективной тени, которая заполняет сознание. Коллективная карма проявляется, требуя освобождения от устаревших эмоциональных паттернов, программ на всех уровнях, как на индивидуальном, так и на коллективном. Высшая цель проявляется и выходит на поверхность из тени. Открывается энергетический портал. В этот период возможны квантовые скачки и трансформации через период турбулентности. Луна – это планета эмоций, а рыбы – это водный знак, архетип мистика и мечтателя. Лунное затмение в рыбах переполняет сердце эмоциями, высокими, такими как сострадание, эмпатия и безусловная любовь. Влияние ретроградного Сатурна в рыбах. Сатурн – это планета дисциплины, то есть цель – дисциплинированная эмпатия к другим, даже если это противоречит вашим взглядам, а это духовная работа. Негативное влияние лунного затмения в рыбах – это эмоции, которые меняются и взрываются. Теневая сторона рыб – это избегание и аддиктивное состояние сознания, то есть пристрастие к чему-либо. Рыбы также уязвимы к обману, в том числе к самообману, когда активируется травма, связанная с прошлым опытом. Восприятие уходит в сторону иллюзии и путаницы, так называемый туман рыб. В этот период в небе будут значительные планеты: Уран в Близнецах, Плутон в Водолее, Нептун в Овне, образуя своеобразную триаду. Это открывает канал для коллективного обновления. Уран в Близнецах – это освобождение мысли и коммуникации, освобождение разума, не теряя связи с сердцем, и перестройка системы на основе правды, не разрушая душу. Освободить мышление и говорить честно и четко. Плутон в Водолее – это глубокая переработка системы и связей, коммуникации и свободная речь, очистка поврежденных структур, институтов и алгоритмов и их перестройка. Взять ответственность за структуры, границы и перестроить рабочий процесс. Нептун в Овне – это смелое видение в действии, смелость и сострадание. Действовать с состраданием и эмпатией. Когда вы выравниваетесь с небесной хореографией планет, вы выравниваете всю систему, разум и сердце. Ваши вибрации повышаются и излучают поле вокруг вас, которое ощущают другие люди. Повышение коллективной осознанности создает жизненно важную перспективу на много лет вперед, в этот ключевой период человеческой эволюции. Человечество находится на грани просветления и исчезновения. Затмение выравнивает Солнце и Луну с лунными узлами, усиливая карму и полярности. Это затмение усиливает сознание полярности, когда группы людей и общества разделяют противоположные взгляды на одни и те же вещи, события и явления. Так как же работать с этим в период полного лунного затмения кровавой луны? За день до затмения
необходимо замедлиться и ощутить свои эмоции, чувства, состояние. Определите свое одно истинное намерение, очистившись от всего лишнего. Для этого прислушайтесь к себе, почувствуйте, что хочет ваша душа. Сдайтесь и доверьтесь Вселенной, и наблюдайте за знаками Вселенной. Это могут быть какие-то повторяющиеся фразы, цифры, слова и так далее. Затмение – это портал перезагрузки. На следующий день после затмения запишите: первое. Одно обещание для себя, что вы будете или не будете делать. Это для того, чтобы лучше фокусироваться на себе и сохранять свою энергию. Это могут быть какие-то новые навыки, спорт и так далее. Второе. Одно обещание для других, что вы можете предложить, делая что-то полезное для других людей. Это поможет вам сохранить ваше сердце открытым. В этот период рекомендуется делать медитации, даже если на несколько минут, рефлексия и осознанность. Записывайте свои мысли, ощущения, осознания. Дыхательные практики, визуализации, цигун. На нашем канале есть практики на заземление, очищение чакр, открытие сердечной чакры и другие. Будьте осознанны и сделайте выбор. Дыхание вместо импульса, сострадание вместо проекций, присутствие вместо паники. Тем самым вы выбираете баланс и снижаете заряд полярности. Ваша осознанность влияет на коллективное сознание.